Все говорят одно: бабушки, няни. Я родила гения. Договорились встретиться в кафе с учительницей, попить кофе. Думаю, предметы называются просто загадочно и многообещающе. Зубодробительная корочка хлеба. Идет акцент на успехи. Иммиграция – непростой процесс, особенно если переезд с детьми. А если их два? Наверное, вдвойне сложнее. Посмотрим, так ли это. И сегодня в рубрике «Наши в Испании» моя гостья Любовь. Она расскажет об особенностях выбора школы, выбора района в Малаге и вообще о трудностях переезда. Поехали! Люба, расскажи, вот вы же ходите в бесплатный государственный садик. Вообще есть какие-то финансовые траты у родителей? Да, кроме еды, конечно. Да, траты есть. В начале года сдается на целый год некоторое количество денег, причем исходя из того результатов того мини-исследования, микроисследования, которое я провела, траты варьируют от 35 до 50 евро. Туда входят канцелярские товары, пластилин, бумага. Это все покупает не мама, есть коллектив родителей, называется АМПА. Это такая ассоциация родителей школы, которая вообще на себя берет огромное количество функций и проблем мамы. Очень сильно облегчают жизнь. Все-таки некий, как родительский комитет, только общешкольный. Есть еще траты на комидор, то есть на продленку, на обеды, но про комидор я расскажу сейчас отдельно. Мои дети не ходят, поэтому точную сумму я, конечно, затрудняюсь сказать. В целом дети не учатся по классическим учебникам, а учатся по рабочим тетрадям. Где-то в эту исходную стартовую сумму входит покупка тетради, где-то нужно покупать самостоятельно. Средняя стоимость тетради где-то около 10 евро, и на семестр обычно покупается несколько штучек. То есть за саму школу мы не платим. Есть побочные траты, типа костюмы на карнавал. Да, белые футболки для фотографирования, но это остается у тебя потом. Да. А расскажи, сравни школу испанскую и русскую. В чем отличие? Отличие, на самом деле, большое количество. Я бы, наверное, начала с того, что расскажу про то, какие есть предметы, и заодно расскажу, что есть. Значит, принесла ведомости детей. Это, кстати, в конце семестра дается такая бумажечка с описанием предмета и небольшом, как наблюдение, в общем, послании от педагога. Значит, я перевела на русский, но не воспроизведу без подсказки, без шпаргалки. Предметы называются просто загадочно и многообещающе. Например, развитие и гармония, открытие и исследование окружающего мира, коммуникации и представления о реальности. Я думаю, боже мой, что же все это значит? Естественно, пришла к учительнице на очередную туторию, спрашиваю, можно простым языком, что они там делают? Есть математика, русская. Да. Оказалось, что каждый день реально дети пишут буквы, цифры. У них есть типа чтение такого, не как таковое, но они в ходе изучения букв, они параллельно и читают. Есть такой предмет, называется проекто. Сейчас я покажу отдельно тетрадочки, можно посмотреть. И английский язык. И наша, например, школа, Тьерна Гальван, коллеги, у них какой-то заключен договор с консерваторией. И у нас это одна из 4 школ в Малаге, здесь, и она здесь в Татинсе, которую преподают музыку профессиональные педагоги. К нам 4 раза в неделю, к моим детям, приходит в группы педагог. Причем у Сергея, у старшего, они там и поют, и танцуют, но там женщины преподают, у них больше как именно какой-то вокальный, танцевальный, а у младшего, не знаю, насколько правильно называю, но, в общем, исполнитель фламенко, он приходит с гитарой, он им играет, поет, они хлопают, они учатся, подпевают, в общем, для меня неожиданно, абсолютно такой стильный красавчик, всегда я прям смотрю, думаю, надо же, хорошо, что мой ребенок видит такой образ учителя, правда, и это очень сильно влияет на их музыкальный слух. Я слышу прям, как они моментально где-то слышат музыку, они ее ловят, легко воспроизводят, любят потанцевать, попеть дома. В общем, такой классный бонус. Да. Внедрение в Андалусию. Да. Хотела еще сказать, что есть урок религии. Когда мы поступали в школу, меня спросили, какую религию мы исповедуем. Предложили уроки по католичеству, баптизму,
вот забыла. Ну, в общем, Ну, таким еще других. христианским, да. И исламу, но там, например, не было ни православия, ни буддизма, там, ну, в общем, не все религии, Да. предусмотрены, и в случае, если твоей религии нет, или просто ты не хочешь, чтобы ребенку преподавали религию, есть вместо них урок, ну, я бы их так назвала, обучение правам человека, то есть это какое-то гражданское право, про гуманность, ну, в общем, мне кажется, это здорово, тоже Да, интересно, да, с очень малых классно. лет. Но, несмотря на то, что есть такое нагруженное расписание, у них всегда им предоставляется много времени на свободные игры, на какие-то конструкторы, на рисование. То есть нет... Все-таки это не школа. Ну, Это это такое, школа, но не- это, не скажем так, такая да, у них есть расслабленная. свобода. Да. Говоря про отличие испанского дошкольного образования и российского, как я говорила, я очень подробно все это обсудила с моей сестрой. И вот я разделила их принципиально на две категории. Это организационные отличия и образовательные отличия. Организационные связаны прежде всего тем, что детский сад в Испании – это место, куда ты отводишь ребенка с 9 до 2. Все. Не до 5. Нет, если оба родителя официально работают в Испании, то можно претендовать на продленку комидор, за который ты дополнительно доплачиваешь. В этот комидор входит обед и свободное время детей. Если уж совсем там договоришься, можно попросить включить ребенка в экстра активности, в дополнительные активности. Это какие-то секции, тоже на территории школы, и это будет до 5. Если тебе очень нужно утром к 9 на работу, то можно попросить приводить ребенка раньше. А во сколько начинается? В 9? В 9, да. 9. Можно привести ребенка раньше, но в сумме ребенок не должен находиться в школе больше 8 часов. Как это совместить с тем, когда тебе нужно работать 8 Плюс часов? еще обед. Обед, а еще добраться до работы Да. надо. Вот. Конечно, вот это вот новшество, это большое отличие. А второе, фактически отсутствует организованное питание. То есть есть вот эти ланчи, комидоры только для работающих родителей, ну, собственно, и все. Сильные отличия для детей 3 лет, то есть нет сна. Обычно дети спят где-то до 4-5 лет. Ну, в среднем ребенок 4,5 года, 80% детей отказываются от дневного сна. Но в 3 года, конечно, я привожу ребенка, и он уже чувствует, что вот-вот прямо заснет. Нет нянечки, то есть одна учительница. Ребенок должен быть без памперсов. В 3 года еще не все дети умеют, так сказать, без памперсов обходиться. И очень интересный момент, что если вдруг с ребенком случается авария вот в этой сфере, то учительница не может ему поменять штанишки, потому что она не имеет права прикасаться к его гениталиям. Поэтому ты, как мама, должна приехать. Экстренно. Да, поменять. С работы. Да, либо они мне предложили другой вариант. Его можно научить, ну, самые интимные детали одежды снимать самостоятельно. Они уже ему помогут одеться, но, в общем, он должен большую часть все равно делать сам. Вот. Мне, кстати, очень интересным кажется процесс входа и выхода, собственно, из сада. Ворота реально открываются на 10 минут утром и на 10 минут вечером. То есть ты без 5-9 там стоишь, они открывают ворота, все заходят. Старшая группа, они идут прямо от самых первых входных ворот. Младшие в первом семестре мы их доводили до группы. А теперь нам сказали, значит, первые ворота вы проходите с ними, а со вторых ворот до группы они идут сами. 3 годика. Я думала, как вот мой ребенок с этим справится. Ну, оказывается, что нормально справляется. Самостоятельность. Да. Вот. Немножко по-другому организовано само пространство вот садика. То есть есть 3 отдельных небольших здания, я их называю блоки. Это блок младшей группы, средней и старшей. Нету как таковой площадки, как мы привыкли. То есть в России это газон, деревья, песочница, какая-нибудь еще горка, ну какие-то снаряды. Здесь это реально вот прям такая площадка забетонированная. Да, иногда еще даже без этого, без тени. Собственно, и все. Да. Вот это, конечно, необычно. Это вот из отличий. Еще отсутствует какое-то переодевание, то есть вот я знаю, в российских садах, как правило, у нас есть сменка, то есть здесь такого нет, дети как в чем ходят, то и это, в том и целый день. Интересно еще, что есть мини-огородик, например, то есть стараются при таком вот бетонном царстве, да, они там какие-то салат растят, цветочки, и, например, у нас в группе у старшего сына живет гусеница, которую мы кормим, мы каждое утро проходим в парке мимо дерева, срываем листья ей на
на завтрак. Ну, по-моему, классная идея. Да. Вот. Это что касается организационных вещей. Но, конечно, самые глобальные, волнующие всех родителей отличия касаются обучения. Да. Отличается как методика обучения, так и сама философия, то есть, как бы сказать, глобальная идея. Вот в моем понимании дошкольное образование в Испании фокусируется на эмоциональном состоянии ребенка, на эмоциональном благополучии. Идет акцент на успехе, акцент на какое-то хорошее поведение. Отсюда вытекает совсем другая система наказания, очень мягкая, деликатная, то есть ребенка не изолируют, на него не кричат, не ругаются. Если вдруг у него какая-то есть сильная сторона, ее будут всячески поддерживать. Интересно, вот, например, у нас такой мальчик в группе есть, у которого какой-то кризисный момент, он стал драться со всеми, и что бы ты думала, с ним сделали? Учительница, видимо, поняла, что это все от неуверенности в себе его, он небольшого росточка, ну, может быть, как-то чувствует себя некомфортно, да. Ему дали задание, он выступал в роли учителя в один день, он пришел с искусственным вулканом из пластилина сделан, рассказывал им, то есть он себя почувствовал вот таким значимым. Его поведение, конечно, улучшается, потому что вот ему выделили такую особенную роль. Вот. В целом хочу сказать, что очень много свободы у детей. То есть, например, как-то раз у нас был урок рисования под музыку. Принесли огромные такие, как рулоны бумаги, их расстелили в группе, им дали краски, нам сказали предварительно принести старые футболки. Думаю, что еще за новости, чтобы не жалко было пачкать. И они там рисовали какие-то реки, ну, то есть, в общем-то, здорово, под музыку индийскую, ну, этих индейцев, правильно сказать. То есть, в общем, здорово, мне прям нравится. Совсем другая дистанция между учителем, учеником и родителем. То есть нет вот этой иерархии, нет вот этого менторства. Нет вы, да? Нет никакого вы. Да, учитель всегда готов с тобой пообщаться, учитель всегда ребеночка и поцелует, обнимет, даст, как пятюню мы называем в семье, то есть дай 5. Да, сейчас еще хотела сказать, что я сказала о философии, но не сказала о методике. Методика тоже другая. Здесь всему обучают в игровой форме. То есть даже какие-то серьезные вещи идут через развлекательный контент, назовем так. Покажу сейчас материал, и будет просто тогда понятно, что я имею в виду. Ну вот хотела показать 2 букваря. Это российский букварь. Он, конечно, в России много разных вариантов букварей, но этот один из как бы классических. Ну вот давайте посмотрим, как тут. Мы его все знаем, много раз, так сказать, все видели. То есть есть слоги, показывают, как их соединять. Тележечка с «не» едет, «ка» получается «на». Вот тебе мама, но-но, му-му. Ну, в общем, вот, ну, как бы, да, известно. Все, кто учился в школе, знают. Вот, например, буква. Опять-таки нужно выбрать, где здесь правильная буква. Да, значит, уже какие-то слова посложнее, картинки. Ну, то есть даже здесь комментировать особо не нужно, потому что все это и так знают. Да. Вот. И, кстати, обратите внимание, что буквы печатные. Сейчас я открою вам испанский букварь. Значит, в испанском букваре каждая буква является героем сказочным. Например, вот эта буква «хот». Хота? Даже я не узнала. Да, это хота, и это хардинеро, да, правильно, Наталья, я произношу? Да. Это садовник, и это реально герой-садовник. Вот у него есть другие подружки-буковки. Каждому из них, вот игуана, да, там виноградик, каждому ведет дорожка. Вот они соединяются. Хота и о, хота и а, хота и у. Смотрите, что да, ну тоже картинки, какие есть слова с этой буквой, и посмотрите, как их учат читать. Слоги, ну это прописными, да, и их и писать так учат. То есть печатными, можно сказать, только вот малышей совсем в 3 годика. Вот тут, например, тоже хотела показать, что вот они герои, они дружат между собой, мы можем прочитать. Пера, груша. Ну, то есть вот все в виде такой вот игры. Да, отличается. Да, очень отличается. Теперь немножко, что еще отличается, детей очень рано и много учат писать. Они действительно прямо вот с 3 лет, принесла показать моего младшего сына материалы. Вот смотрите, например, это эскритура, то есть это тетрадка, по которой они учатся читать. Да, они очень позитивные. Вот хотела показать 2 задания, мне кажется, для 3 лет достаточно сложно. Как научить ребенка писать вот букву «и»?
Вот она буква, мы ее закрашиваем. Дальше у ребенка всегда размашистые движения, мелкая моторика – это прерогатива взросления. Поэтому сначала он пишет большую, потом поменьше, поменьше. И вот уже с такой уже буквы и можно написать вполне себе. Вот. Точно так же, например, букву А. Вот, да? То есть у буквы А две наклонные, ну вот мы видим, да, две наклонные палочки. Для ребенка это тоже сложно. Ну вот паучок. Это 3 лет, да? Да, это трехлеточка, да. Паучок бежит к паутинке. Вот видите, вот мой пупсик вот так рисует. И интересно, что есть и сложные задания. Сейчас я их покажу. Вот, наверное, вот тут они. Да, то есть это реально очень сложно для ребенка 3 лет. Нужно найти букву А в словах. Это сложно. Для 3 лет, я считаю, даже очень. То есть вот он обводит и закрашивает, обводит и закрашивает. Значит, это так их учат письму. Дальше уже в 3 года они пишут цифры. Причем пишут цифры и изучают достаточно в большом количестве. Каждый день они пишут. Вот это вот он сам у меня писал 3 карандашиком наклеил, все посчитал. Вот. Или, например, когда уже несколько цифр ты знаешь, а ну вот это я тоже 3, как можно где 1, 2, вот, например, да, 1, 2, 3. То есть он соединяет вот это и вот это. Но это непросто. Интересно, что есть у них еще этот предмет проекту, о котором я говорила. Например, тема первого проекта в инфантиле в нашем – это пираты. На мой вопрос учительницы, насколько вообще ребенку первым делом нужна вот эта вот лексика, особенно вот эта вот лексика, как вот без нее... Это просто испанское прошлое, да, дает знать. Да. Наш дедушка сказал, кого там из них готовят. Золотой век Испании вернуть. Да, то есть это реально первый, можно сказать, как учебник. Мне учительница абсолютно с улыбкой сказала... Я вот Тимон даже не знала. Да. Учительница мне сказала, ну что вы, мы можем им дать какую-то стандартную, но им интереснее пираты. То есть они с гораздо большим любопытством изучают эту тему. Вот. Ну вот, например, хотела еще сказать, да, что это вот такие как варианты поделок. Вот, значит, на попугая наклеить. Да, закончилось это все пиратской вечеринкой. У него была вот такая вот шляпка, подзорная труба, и на плече у него сидел вот такой вот пират. Ребенок был счастлив. Все, про пиратов теперь все знает. Для старшего хотела тоже показать. У старшего тоже. У него, конечно, уже более сложные задания. Ну, например, у них вот это проектное, как пират. У нас в первом семестре была тема «Чудеса света». И мне это очень, кстати, нравится, да, потому что здесь рассказывали про чудеса в разных точках света. Да, это и Великая Китайская стена, и Тадж-Махал. Ну, в общем, здорово. И сам креативный подход. Например, вот они изучали календарь инков и майя. Вот эту вот систему сообщений, кипу называется, да, среди индейцев. Вот из чего строили китайскую стену, например, можно... Я много, кстати, для себя узнала, интересно. Вот Петра, раскрась разными оттенками розового. Ну и, конечно, то, что меня окончательно удивило, это судоку из щитов гладиатора. Да. Ну, в общем, для 5 лет, я считаю, конечно, тоже классно. Оригинально. Да. И вот по существу из 5 лет тоже просто не знала, когда дети еще не ходили в школу, к чему вот как бы готовить ребенка. Ну вот на 5 лет они складывают столбик, вычитают. Вот надо к этому быть готовым. Сейчас покажу. Это у нас... Вот, например, вычитание и сложение. Пишут они уже не пишут, а считают они до 10, складывают. А так считают до 30-40, младшие где-то до 20. Все на испанском, конечно. Вот. Мне кажется, у нас где-то в 1 классе. Да. Ну, да, вот еще, кстати, интересно, что второй проект у старшего ребенка был по теме Амазония. Вот просто насколько разносторонне подходит к теме, да. Рассказывают, в принципе, о том, что это за река, да, где она находится, чем особенна эта экосистема. Дальше, видишь, там про экватор, погода, вот все. Потом изучают флору и фауну. Вот это пресловутое ты, которое мне сын исправлял. Вот. Очень интересно, что обязательно рассказывают про местное население, Яномами, и проблемы экологии. Да? Сейчас Амазония известна тем, что там вырубают леса. То есть с малых лет действительно прививают такой... Бережное отношение. Да, просто широкий взгляд на любую вещь. Мне это очень импонирует.
еще две важные вещи, которые я просто не могу упустить. Это много активностей с детьми из той же школы, но старшие классы. А активности физические? Нет, то есть игры? нет. Они приходят к ним и их учат. То есть известно, что дети, они легче перенимают от детей, чем от родителей, ну или там учителей. Например, был как-то денек, когда старшие дети, по-моему, был 5 класс, ну вот, по-моему, 5-летний, ну, в общем, 5 класс, старшие, в общем, они принесли модель глаза, и они рассказывали нашим малышам, как устроен глаз. По-моему, это ситуация, которая называется win-win, то есть выигрывают и наши дети, потому что им интересно, это тоже дети, они им объясняют как-то более понятно, и старшие дети, для них это возможность, опять-таки, почувствовать свою значимость. И попробовать. Они это выучат лучше. Конечно, да, как педагога себя попробовать, то есть, по-моему, очень здоровская история, таких совместных каких-то уроков, их очень много, они прям регулярно случаются. В России такого не слышала, не знаю. Ну, у нас был не день учителя, а как-то так... Когда менялись местами, да, но это было один раз в год, да. Но мы не могли поучить учителей, а здесь учителя с ними сидят, ну, в общем, здорово. И очень большая особенность, то, что огромное количество активностей общешкольных. День мира. День, когда, значит, все надевали разные носки в честь того, что мы все разные. День Андалусии, когда всех кормили оливковым маслом с хлебом. Да. Поездка в кино. Что еще было? Карнавалы. Их уже было, по-моему, 2 или 3. Благотворительный забег. То есть вот каждую неделю у нас фактически есть какое-то общешкольное интересное мероприятие. Приезжаем, страна праздник. Да. Вот это основные отличия. Но ты рассказала очень много о школе в Испании. Расскажи вообще, что тебе нравится, что не нравится. Ты знаешь, я опять-таки для максимально объективного среза консолидировала все, что нравится мне и вот другим мамочкам, и выделила 5 плюсов и 5 минусов. Первый, самый главный плюс, как я уже сказала, это подход к ребенку. То есть это акцент на эмоции ребенка, на его хорошее состояние, а не на академическую какую-то образованность, на усидчивость и так далее. Дети оттуда выходят положительные, такие позитивные, знаешь, наполненные, энергичные. Я вижу, что им там хорошо. Вот это для меня, как для мамы, очень важно. Второе, что мне очень нравится, это то, что их там учат реально практическим жизненным вещам. Например, у нас есть программа правильного образа жизни, здорового образа жизни, в рамках которой им где-то раз в месяц или 2 раза в месяц приносят фрукты фермерские, они прям там их едят. К ним приходит... Надо эту акцию устроить во всех кафе. Почему меню инфантиль – это картошка фри обязательно. И курица в панировке? Потому что это, как, знаешь, отдых. В Колехию они будут правильно кушать, а уж это как маленькое баловство. Вот. К ним приходил медик, который их учил чистить зубы, рассказывал про кариес, учил мыть руки. Ну, вроде бы такие простые вещи, которые, тем не менее, когда ребенок слышит от мамы, это одно, а когда от человека медика, это, наверное, другое. Вот это вот мне позитивным кажется. Третий плюс – это обучение психологической грамотности. То есть их учат разруливать конфликты, действовать сообща. Очень мощная в Испании программа против буллинга, в рамках которой, например, наших детей раз в месяц пересаживают за разные столы. То есть делают так, чтобы они не были все время одной компанией, не сидели, а чтобы они все время общались с другими детьми. Это здорово. Я знаю, что после 3 класса всех классов, их детей всех перемешивают и делают новые коллективы. Мне кажется, это прям классно. Вот. Мне нравится, как их готовят к школе. Вот 5 лет, старшая группа, их водят в библиотеку, их раз в неделю водят, показывают им класс. Им переставили столы уже не так, как вот в детском саду, такими группками, да, а вот как парты. То есть, когда он придет в 1 класс в сентябре, у него, конечно, уже не будет, я думаю, никаких трудностей. Интересно, кстати, что учебный год тут не с 1 сентября, он с середины сентября. Никакого пафоса, торжественной линейки, этого ничего нет. Но зато и учимся до 23 июня, например, в этом году. Вот. Ну и 5, как говорится, last, но не лист, да? Не последний, но не самый неважный плюс – это учителя. Все-таки
учителя здесь сильно отличаются. Они прямо мотивированы. То есть я вижу, что им вот как будто в удовольствие их работа. Они такие какие-то легкие. Они все время пытаются с тобой общаться не с позиции «я учитель, а ты родитель», а с позиции, что вот давай мы с тобой вместе подумаем, что мы можем сделать для благополучия твоего ребенка. Я вот думаю, это, очень мне кажется, важно. еще связано с менталитетом испанцев. Ну и вообще Андалусии в целом. Они очень открытые и позитивные. И, Полагаю, да, что так. Ну, как говорится, в бочке меда должна быть ложка дегтя. И, конечно, она у меня есть, даже 5 целых ложек. Первое, самое неудобное, это расписание. Абсолютно непонятно, как при 2 работающих родителях, например, если они работают не из дома, а где-то в офисе или где-то, выкроить вот эти там 9 часов, которые фактически ты, даже 10, которые ты тратишь от момента выхода на работу из дома, да, и до как прихода. Вариант есть у испанцев, как я просто по нашим друзьям, можно брать, по-моему, до 12 лет точно сокращенный день. То есть на 2 часа меньше ты будешь работать. Соответственно, будешь меньше и получать. Да. То есть один родитель может, но, конечно, это очень неудобно. Да, это неудобно. И испанцам тоже. Я спрашивала. Они постоянно этим жалуются. Это, кстати, основное, что я у всех моих испанских знакомых спрашиваю. В основном-то родители как раз одноклассников моих деток. Все говорят одно: бабушки, няни, как-то выкручиваемся. Вот это неудобно. Второе неудобство – это отсутствие организованного питания. Все-таки мы привыкли, что мы отдаем ребенка, его там покормят завтраком, обедом, там полдником, а здесь ты утром бегом его там кормишь дома, потом этот ланч сухой, да, это не теплая еда, помидор, обед, он не для всех, это, конечно, неудобные вещи. Что еще не очень нравится, все-таки мне привычнее, когда дети гуляют на травке, под деревцем, там у песочницы, здесь вот это патио, как-то люди привыкают, и дети от этого не страдают, как выяснилось. Особнячком стоит позиция по болезням. Испанские родители не могут брать больничный по болезням детей. Это приводит к тому, что ребенка ведут в школу буквально при первых признаках улучшения заболевания. То есть даже или дали таблетку, температура упала, именно все, идем. Да. Поэтому, если вы переезжаете в Испанию, идете в школу, будьте готовы к тому, что первые месяцы будут болезни, причем довольно экзотичные. Например, у нас были вирусы Коксаки, у нас была чесотка, у нас были какие-то совершенно неведомые респираторные вирусы. Все это для меня, я думала, это казуистика уже встречается раз в 100 лет, оказывается, нужно просто переехать, и можно учебнику детские инфекционные болезни, я как будто как по новой прохожу этот учебник. Но есть и плюс, что когда ребенок заболевает, можно не брать справку. То есть в России для того, чтобы выйти из детского сада, с больничного в детский сад, нужно взять справку, что ребенок здоров. Как правило, это бывает как? Ты ведешь здорового ребенка в поликлинику, он там, конечно же, подхватывает новую инфекцию, и к понедельнику тебе вроде выводить в сад, а он уже опять заболел. Здесь этого нет. Учительница мне сказала, что вы заинтересованы прежде всего в том, чтобы ребенка учить, поэтому если вы его не приводите, мы вам полностью доверяем, пожалуйста, это ваш выбор. И 5-й минус – это то, что фактически минимизирован контакт родителя и учителя, и зачастую хочется как-то больше обратной связи о адаптации ребенка, вообще об образовательном процессе. Я, как человек активный, решаю это туторией. Я сама их назначаю, прошу, это любой родитель может сделать. Раз в семестр я обязательно встречаюсь с учителем и спрашиваю. А семестр сколько длится? Несколько месяцев, они разные, то есть 3 за весь получается триместр, то есть 3 в год их. Как правило, они всегда легко соглашаются, очень тщательно готовятся. То есть первая моя тутория была с учительницей, она пришла с 5 листами от руки написанного текста про моего ребенка. И я шла такая с волнением, а вышла с ощущением: я родила гения. Какой он хороший, и тут молодец. А вы-то как родители, какие хорошие. Мы только не расцеловались. Одна тутория у нас общая была, называется реуньон, то есть родительское собрание. Закончилось тем, что все договорились встретиться в кафе с учительницей, попить кофе. Думаю, прекрасно. Эти встречи заканчиваются походами в кафе. Да. Хорошо, про школу мы поняли, плюсы и минусы. А в Испании, наверное, тоже у тебя есть какие-то свои
Конечно, пунктики, абсолютно, что нравится, да. что нет. Ну, прожили мы недолго еще, конечно, но из того, что мне нравится, ну, кроме очевидных плюсов, таких как природа, море, 300 солнечных дней в году, великолепная средиземноморская еда, диета полезная, ярчайшая, очень богатая, я бы сказала, даже сочная культура Испании, такая разнообразная. Вообще Испания очень разная. Для меня все-таки самый главный плюс Испании – это люди. Открытые, доброжелательные, позитивные. Знаешь, говорят, что когда мы выбираем друзей, мы выбираем людей, обладающих теми качествами, которым в нас самих не хватает. Вот в испанцах, видимо, во мне этого не хватает, поэтому меня в них притягивает абсолютная легкость, отношение ко всему, и особенно к неприятностям. Реально, они, вот это «но pasa nada», ее обратная сторона, вот как многие говорят, что какой-то там пофигизм, вот такой, обратная сторона, это что для них это, ну, что-то вот произошло, ну, ничего страшного, то есть позитивно. Да. И второй момент – это перфекционизм. Здесь его просто нет. И мне это бесподобно как нравится, потому что я абсолютная перфекционистка, и это очень сложно. Сейчас психологи сходятся на том, что это нездоровое для жизни, это не очень полезная и хорошая вещь. Вот здесь не нужно делать идеально, сделать достаточно хорошо, и этого хватит. То есть планка не очень высокая, но зато она повсеместная. То есть где-то нет такого, что где-то идеально, а где-то ничего. Везде ровно и достаточно хорошо. Когда-то я прочитала такую цитату американского писателя Вашингтона Ирвинга об испанцах. И она мне кажется очень точной. Он сказал: полдела климат, остальное темперамент. Дай испанцу зимой солнце, летом тени. Дай ему горстку, кусочек хлеба, головку чеснока, ложку оливкового масла и горстку фасоли. Надень на него старый затасканный плащ и дай ему в руку гитару. И все, испанцу все нипочем. Вот прошло 3 века с того момента, как он эту фразу сказал, но мне кажется, вот эти критерии для ощущения счастья у испанцев не очень-то изменились. Нет. Им вообще немного надо, чтобы быть счастливым. Солнце, люди. Да, вот мы у них учимся вот этому хорошему умению жить, быть счастливыми. Ну, конечно, есть и то, что не нравится. Не нравится, ну, конечно, зубодробительная корочка хлеба. Абсолютно мне не нравится. Неправильные глаголы. Просто вообще. Ну ладно, если серьезно, конечно, того времени, которое мы прожили, недостаточно объективно для того, чтобы какие-то концептуальные минусы найти. Но есть те вещи, которые меня напрягают. Напрягают, например, информация по безработице, что высокий уровень безработицы. Было непривычно зимой, холодно было, вот в квартире было 17-18 градусов в некоторые дни. Не нравится то, что если заболела, нельзя прям в тот же день или на следующий день попасть к врачу. Ну, это сложно, во всяком случае. Вот. Но что мне нравится, что если попадаешь в государственную поликлинику, вот в этот центр здоровья, лекарства получаются просто копеечные, то есть ты за них платишь символически какие-то там 1-2 евро, а лекарства здесь великолепного качества. Как работник фармбизнеса в прошлом, я однозначно могу сказать, что это, конечно, очень высокий уровень, очень высокий уровень, да. Вот. Ну, что еще немножко мне не нравится, я не разделяю любовь испанцев к фейерверкам, когда петарды во всякие карнавалы можно прям вот под ноги, буквально у меня на руках спит ребенок, то есть все веселятся. Ну, это специфика, к которой, наверное, можно привыкнуть. Вот в целом, наверное, это вот такие минусы. Да, про бюрократию, о которой все говорят, пока я с ней сталкивалась мало. Ну, поживем, увидим. Я думаю, в принципе, в любой стране какая-то бюрократия, но есть. Да. Это особенно для иммигрантов. Бесспорно. Да, и я понимаю, что вы прожили еще совсем, ну, только почти год, да, в Испании. Вообще в будущем есть планы остаться в Испании или еще, может быть, вы хотите попутешествовать, может быть, другая страна? Ты знаешь, вот в условиях современности нашей, мне, когда я думаю про будущее, приходит в голову такой мем. Хочу, говорит, сделать курс, создать курс по тайм-менеджменту и планированию. С датой не определилась, с планами тоже. Вот так отражается мое отношение к будущему. Пока, вот при нестабильности общемировой обстановки, я дальше нескольких месяцев даже вот боюсь думать. На данный момент, здесь и сейчас,
Испания мне нравится, моя семья любит Испанию, нам здесь хорошо, мы довольны. Ну, дай бог, чтобы наши отношения с Испанией укреплялись, были взаимополезными и радовали мы друг друга. Отлично. Люба, спасибо большое тебе за интервью. Я тебе желаю погружения в испанскую культуру, в испанский язык, чтобы вы его освоили, как местные. Спасибо. Да, и спасибо, что ты рассказала так много интересного и полезного, я думаю, для всех, как вообще искать школы и какие в них особенности здесь. Спасибо большое тебе, что пригласила. Я хочу сказать, что все, кто заинтересован в переезде в Испанию, особенно если это речь о Малаге, могу прямо вот на 100% подтвердить, что все, что мы смотрели в Наташином канале, мы посмотрели все видео, это все абсолютная правда, все соответствует один к одному. Поэтому приезжайте к нам, будем рады. Спасибо тебе за пожелания. Надеюсь, что будет все хорошо. До встречи в следующем видео. Пока. 5 плюс я забыла. Сейчас я его посмотрю. Не плюс, а минус. А минус. Ну, забыла, правда, представляешь? Как вспомнила про чесотку, все у меня померкло в голове.